Какие у тебя сейчас цены? Ближе к миллиону. Первый клиент, это кто был у тебя? Я тебе не буду рассказывать. Это секрет? Толщина стены 4 сантиметра. А как стена стоит вообще? Вот так А здесь вверх. вообще безопасно ходить? Все говорят, что им не нравится Барселона. В итоге, сколько стоит здесь жить? Я сейчас эти цифры слушаю. Бежать надо отсюда. Есть дело, для которого нужна помощь профессионала, специалистов. Под любые ваши задачи можно найти на профи. Переходите по ссылке в описании. Мишелечка, бай-бай. С папой будешь целоваться? Давай. Все. Так, мы сейчас поехали в Барселону из Валенсии, чтобы посмотреть, как живут барселонские дизайнеры. Потому что в Валенсии, мне кажется, ловить дизайнерам нечего. Обожаю Валенсию, она прям очень крутая. Я арендовал машину, сейчас пойдем заберем и поедем в Барселону. Я очень хотел протестировать А4. По-моему, она лучше, чем X2. Напишите, кстати, в комментариях, что лучше, X2 или А4. Решили съехать с дороги и нашли мандариновую плантацию, только похоже, здесь уже все собрали. Опачки. Обожаю с дерева. Настоящий мандарин, он вкуснее, чем магазинский, просто в несколько раз. Надо парочку набрать с собой. Я когда поехал в Испанию, у себя в Инстаграме сделал опрос, не хочет ли кто-то сняться из дизайнеров и показать свою жизнь, кто вот вообще здесь живет и работает. И вот откликнулась Женя, она здесь дизайнер интерьеров, мы сейчас как раз посмотрим, как она живет, сколько зарабатывает, и вообще тут есть вообще дизайн или нет. Так, куда мы приехали? Женя говорит, давай начнем с Hotel Majestic, потому что сюда я водила первых своих клиентов. Ой, привет. Привет. У нас очень положено 2 раза целоваться. Знакомые, незнакомые Давай. люди. Раз, два. Зовут меня Евгения. Женя меня здесь практически никто не зовет, потому что им тяжело называть мое имя Женя. Я здесь живу и работаю. Ага. Ты откуда? Я из России. Из России. Жила я до этого в городе Хабаровске. И когда ты приехала сюда? Я приехала со своей семьей в 2016 году, 3 чемоданами. Собрались и уехали. А почему сюда? Мы с мужем летели в свадебное путешествие, летели во Францию, в Париж. Ага. Но летели через Испанию. Попав сюда однажды, было ощущение, что как клево. И потом, вернувшись оттуда уже, когда нас все спрашивают, ну как Франция, как там Париж, а мы взахлеб просто рассказывали о Барселоне. Интересно. Ну, да. То, что я у кого не спрашивал, все говорят, что им не нравится Барселона вообще. Окей, в России делала дизайн, сюда приехала и что, с чего начала? Я четко понимала, нужно искать свою целевую аудиторию. Я стала искать встречи, тусовки, где собираются мои потенциальные клиенты. А потом где просто приходила на эти встречи и говорила... А что это за тусовки? Пример, смотри, я находила группы в Фейсбуке, Так. находила встречи, где собирались, например, женщины-предприниматели Барселоны. Ага. Я понимала, что языка у меня нет вообще, вот прям ноль. Так. А, А это русские были? да, или... это были нет, здесь нет позиции русский, здесь есть русскоязычный. Ну, русскоязычные. Да, ну вот, в принципе, и все. Я шла на эти тусовки, рассказывала, какая я молодец, и что нужно мне доверить свой проект. У тебя студия или ты фрилансер? Как ты работаешь? Довольно долго я работала как фрилансер, как самостоятельный дизайнер. И вот сейчас я на этапе создания своей студии. То есть у тебя нет пока офиса? У меня есть офис, но он на этапе завершения строительства. Ну, Он то есть пока нет офиса, Да. но вот он сейчас строится, и он скоро будет. Да, Пойдем посмотрим на него? пойдем посмотрим. Ребята, вот это бывшая тюрьма. Там сейчас школа. Вместо тюрьмы
школа теперь? Внутри школы и по ближайшему плану застройки этот большой забор будет снесен, и там будет сделан парк. На самом деле, ребята, вы приехали в очень неудобное время. И вы меня поставили прям в такое положение, когда Почему? все закрыто. А потому что воскресенье сегодня? в воскресенье никто не работает. В воскресенье все проводят с семьей. Вот оно здание. То есть это просто подъезд. Смотрите, здесь опять-таки та история, когда есть один дом, есть другой дом, а наш это просто встроенный посередине. Когда мы зашли, здесь не было ни электрики, ни сантехники, в общем, никаких бахантов, коммуникаций не было. Здесь еще все время, все первые этажи исписаны, если их никто не чистит. Да, ну потому что видно, что здесь идет стройка. Руки им оборвать надо за это все. Пожалуйста, милости просим. О, ну ничего себе, Мы сюда два зашли. этажа. На самом деле этажа 3. Так, здесь сколько квадратов? 260. Ты арендуешь? Да, это аренда. Сколько действительно. стоит? Если чистая аренда, без всяких там агентских, потому что, видишь, здесь агент складывается, ну, Потом, грубо говоря, в итоге там, ты сколько грубо говоря, платишь? 1,5. 1500 евро? Ну, да, больше даже, 1700. Ага, окей. Пойдем показывать. Что у вас? Вот это ресепшн какой-то? Это мы сами его слили, сделали конструкцию. Я хочу еще разбить вот этот кусок, потому что для меня он сильно ровный. Пойдем дальше. Ну давай сюда заглянем, потому что А здесь на первом этаже только ресепшн будет, да, сидеть? Нет, здесь будет ресепшн, здесь будет дополнительных пару мест, рабочих мест. Почему? Потому что в моем понимании, что сюда могут приходить потом дизайнеры по типу коворкинга. Идея такова, что если пришел дизайнер, который у меня в шоуруме потом возьмет минимум там 3 фабрики, он может приходить шоурум? сюда То есть и будет работать. тут Да, что-то там шоурум. внизу будет, конечно, Окей, шоурум. пойдем показывать. Здесь небольшая, ну здесь будет санузел, наверное, особо туда смотреть нечего. Пока стоит просто унитаз, но здесь мы тоже вылили бетонную плиту, на которой Санузел. встанет раковина. Ага. Здесь А это что небольшая такое? зона, ну это называется на местном уровне патио. Здесь Ну просто курить выход, да, можно курить, но на самом деле здесь будет стоять террасная мебель, и да, можно будет выйти, ну и зелень, Просто конечно, террасная добавить. мебель, но вид, Смотри, конечно, что мы не можем делать? Мы не можем Какой? изменять стены. Вообще никаким образом ты не можешь изменять стены, на них что-то там наращивать. Мы начали делать для кабель-каналов крепления, но пришлось потом с этим расстаться. Потолок мы уже туда заложили свет. Долго-долго решали, что здесь появится стекло с сеткой внутри. Долго возились с этими сетками. Это мы все уже сами ставили. То есть этого, конечно же, не было. А это этаж переговорный. Куда Здесь стоит? будет стоять переговорный стол. А где дизайнеры сидеть будут? Вот здесь еще появится 3 рабочих стола. Ну и вот здесь будет кабинет. Твой. Так. Мой уже- и уже моего есть. коллеги Михаила, да. То есть, несмотря на то, что это стройка, в принципе, это уже рабочий процесс идет. А, и там у тоже нас есть тоже патио. есть терраса, да, Терраса. есть патио, где сейчас мы заложим свет. И здесь будет такой небольшой выход. А красить можно это зеленым? Нельзя? Нельзя. Это, да, тоже А моя кто боль. узнает? Соседи, которые смотрят в окна, тут же позвонят и ко Да? мне придут с проверкой. А можно поставить деревянные панельки какие-нибудь? Можно, но это смотрится, я уже думала про панельки, смотрится очень кустарно. Мне кажется, только одну стену это надо помазать. Нельзя. Вот эту стену Миша, ну помазать нельзя. беленьким и все. Нельзя. Я бы тоже очень хотела. Это первое, что мы хотели сделать, это сделать ремонт здесь. Сколько вы уже строите здесь? Ну, уже, наверное, полгода. Полгода? Да. Кстати, ребята, вы там не думайте, это не интервью. Я вообще не умею брать интервью. Если там я кого-то перебиваю. Так бывает, это не интервью. Я хочу просто показать вам как-то вот город с точки зрения дизайнера интерьеров. Так, тогда расскажи про первого клиента. Вот первый клиент, это кто был у тебя? А это вот как раз и была семья, но на тот момент жена из этой семьи, которая пришла на вот эту вот встречу женщин-предпринимателей. Да, женщин-предпринимателей. И у них была своя оливковая фирма, и был домик, был и есть домик, прям в таком замечательном месте, на скалах, наверху, над морем, с шикарным видом. И они сказали, что вот, слушай, мы как раз вот хотим заменить там ванные комнаты, поменять, а вот не могла бы ты к нам приехать, проконсультироваться. И мы как-то так сдружились, начали общаться. А вот первому клиенту, вот ты как ты назначила цену? Первые проекты, которые я делала, наверное, важно об этом сказать, они, конечно же, были либо в ноль сработаны, да, то есть я понимала, что мне нужно наработать какое-то портфолио здесь, в Испании, да. Ага. Сколько ты выставила цену? Я, честно говоря, даже сейчас не вспомню, Ну, сколько. так. Но это было, немного, примерно. ну, я не знаю, ну, евро 600, наверное, 600 примерно. евро. Окей, 600 евро примерно, это то, с да. чего ты начала. А следующий там уже как ты выставляла цену? А следующий клиент ко мне пришел тоже со встречи. Я была на одной из встреч, где совершенно случайно познакомилась с девушкой. И спустя какое-то время она меня нашла и говорит: слушай, у меня, оказывается, муж, риэлтор, ему необходим сейчас дизайнер в проект в новом хорошем районе, Ага. и им нужно ее сейчас укомплектовать, Ага. без ремонта укомплектовать. А сколько ты вот за такую работу засталишь? Как ты Ну, рассчитала? Вот за ту работу, если я не ошибаюсь, я за тот проект взяла 2,5. 2500 Мне кажется, да.
И почему тебя по цифрам гоняют? Сейчас ситуация такая очень напряженная, да, и понятно, что очень многим приходится уезжать в другую страну. И, естественно, просто так здесь сидеть, ну, у кого-то, конечно, деньги есть, просто посидеть и потусить, но многим хочется работать, и они выбирают вообще город, куда реально поехать и где можно работать дизайнером. Я хочу понять вот какой-то срез, где сколько что-то можно заработать и как вообще там русскоязычному, русскоговорящему, где можно работать в целом. А скажи, какой здесь уровень жизни? Сколько стоит квартиру снять? Стоимость на квартиру в последнее время, важно сказать, она немножко поднялась. Ну, немножко, прям значительно поднялась. Ну что, очень много, да? Так потому что с Украины запрос, поехала? конечно же, есть спрос, есть подъем. И на сегодняшний день в удаленном районе, непопулярном, Как называется не очень район? интересно. Давай. Ну вот, например, Бадалона, Ага. Госпиталет де Лобригат. Вот в этих районах чаще всего селятся люди, ну, приезжие люди, те люди, которые работают на низкооплачиваемых работах, да? И вот там стоимость жилья, ну, примерно 900 евро. В итоге, сколько стоит здесь жить? Ты вот сама где, в каком районе живешь? Я живу в спальном районе города, по зеленой Как ветке. называется там? Ноу-Барис. Новый Ноу-Барис. район. Нужно А сказать, сколько что стоит? Мое жилье? Да. Я живу в очень недорогом жилье по отношению к сегодняшним ценам. Ты же помнишь, что я приехала тут? Ну седьмой да, Новый год да, отмечала. да. И мое жилье стоит 800 евро в месяц, плюс коммунидат. То есть, А сколько коммуналка стоит? ну, плюс еще там 200 евро накидывать сверху на коммунидат. Ага. Ну и получается, что у тебя жилье минимум 1000 евро. Это когда- Самое дешевое. Вот Это я когда ты постоянно кондиционером пользуешься или нет? Зимой холодно, летом первые жарко. года пользовалась постоянно, сейчас включаю только тогда, когда прям А сейчас чувствую, дорого что или зима. нет? Ты Да чувствуешь, нет, что мы никогда. дорого стало? Да, слушай, я нет. Не чувствуешь. Ага. Вот эти все истории о том, что стали там какие-то счета сумасшедшие, что Да, там... да. Не чувствуешь. Я, Ну, я отлично не вообще. знаю. Какие у тебя сейчас цены? Я не могу тебе назвать стоимость, как это в России часто делается, за квадратный метр. Почему? Мгм. Потому что здесь оценивается чаще всего проектами. То есть проект, сколько времени на него потрачено и что необходимо А для что него значит сделать. потрачено? Я еще не потратил ничего. Я только пришел к тебе. Я говорю, сколько стоит? Нет, я тебе не буду рассказывать всю сумму, потому что мне не хочется выдавать. Я тебе могу В сказать, смысле сколько выдавать? на А рынке. что значит выдавать? Что значит выдавать? Это секретная какая-то? Ну, это не сумма то, или что секрет. Так. Есть проекты, которые мы делаем за 3 месяца. Так. Есть проект, который у меня А сейчас как будет ты идти понимаешь? 8 месяцев. А как ты понимаешь, когда я только пришел, сколько будет тянуться этот проект? Давай попроще. Вот у меня новостройка, 100 квадратных метров, там какой-то от застройщика ремонт. Мне надо все там демонтировать и сделать свою планировку, весь там ремонт и 3D-шки я тоже хочу. В среднем, если 100 квадратных метров, я могу сказать, минимальная сумма это будет 3000 евро, ну и от 3 до 8000 евро. Это ты сейчас с авторским надзором называешь цену? Да. А без авторского надзора? Отдельно Слушай, ну давай ты сейчас распилим хочешь отдельно. от меня Авторский получить, надзор. чтобы я тебе расписала по пунктам. Я хочу понять, сколько стоит проект и сколько стоит авторский надзор. Вот и все. Давай я тебе расскажу. Ты прям те как, цены. знаешь, такая ничего я не расскажу. Вообще ничего. Конечно. В чем такая тайна назвать, сколько стоит, дизайн-проект? В чем тайна? Как ты определяешь? Почему 3 или 7? Почему? Ну, потому что у меня почему есть не уже 3? наработанная практика и опыт определенный на рынке. Я уже понимаю, сколько времени у меня уйдет на это, и на согласование. А 3, и на- вот 3, это что будет тогда? Комплект чертежей без авторского надзора, без подбора материалов. То есть, О, так вот. То есть 3000 евро за 100 квадратов это будет проект. ориентировочно, да. Получается, у тебя Я 30 не долларов мешаю. за 30 евро за квадрат. И ты будешь рендерить картинки мне за эти Нет, деньги. рендеры пойдут отдельно. Я добавлю стоимость по квадратным метрам за рендер. Вот квадратные метры всегда оцениваются только на рендерах. Эта стоимость будет порядка 11 евро за 11 квадратный метр. евро за Да, квадрат, это и на ты сегодняшний человеку день там на рынке такая цена. То есть На мы к цене. 30-ке добавим еще 11. За квадратный метр, да. Получается 41 евро за квадратный метр. Будет у меня с рендерами проект, с чертежами. Без авторского надзора, Да, без комплектации. просто проект. Да. Слава богу. Нашли цену. Сколько авторский надзор стоит? Оплата Да. идет помесячно, и оплата идет от сложности проекта. Опять-таки, самая дешевая цена на рынке на сегодняшний день это 500 евро за месяц. И она где-то доходит до 1500 за месяц. 1500 за месяц. Тогда я не понимаю.
То есть ты мне выставляла чек в 7 тысяч за все и говорила, мы все делаем. А сейчас у тебя помесячный авторский надзор. Смотри. Я же понимаю сразу, сколько времени мы потратим на проект. Но мы можем ошибиться на проект в что? На работе. проект в смысле бумажный или на проект И на проект квартиру? бумажный, и на проект в целом. Сколько времени нужно? На такой проект Да, на такой проект. Авторский надзор сколько будет длиться? 3-4 месяца. Иногда это доходит до 6 месяцев максимум. Но, как 3-4 правило, месяца, 3-4 6 месяцев? Да. В смысле, мы все снесли Да, мы все снесли и все заново построили. и все заново построили за На 100 4 квадратов, месяца на 100 да. квадратов? Как? Ну вот так мы сейчас это сделали на Майорке. В смысле, только стены штукатурить надо там 2-3 месяца. Есть технические Ну. условия для стен. Чтобы их отштукатурить и шпаклевать и так далее, и покрасить нужно 3 месяца. Как правило, на демонтаж, если у нас проект согласован, уходит максимум 2 недели. Как Так. правило, это уходит всегда там 3-5 дней. Все, и потом начинается у нас этап возведения стен и коммуникаций. Поэтому никогда мы не нарушали технологию производства. А у тебя есть такой какой-нибудь готовый или полуготовый проект, чтобы посмотреть на качество? Что вы за 4 месяца сделали? Какого уровня качества делается на 4 месяца? Понятно, что это не супер топ, как мы привыкли в Москве. Полетели на Майорку? На Майорку можно слетать. Я сейчас эти цифры слушаю. И кажутся смешными. Да? Бежать надо отсюда быстрее. Ну, конечно. Слушай, ну да, я тебе хочу сказать, что в Испании ценник довольно низкий по сравнению, например, даже в Москве, другая цена. В Москве другая цена. Вообще, да? я тебе секрет открою. Лучший город в мире Москва? для дизайнера интерьеров – это Москва. Не знаю, может быть, есть. Я думаю, что здесь квадратный метр достаточно дорогой. И здесь можно что-то раскатывать, но 40 евро маловато, на самом деле, чтобы держать студию. Скажи, вот как здесь сдают? Здесь же есть вообще новые постройки? Просто по городу я хожу, гуляю, тут кранов я не вижу, да, там? Ну, ты гуляешь в основном по центру. В центре тоже есть постройки, но они здесь немножко по-другому делаются. Мгм. Так как исторические здания нельзя трогать, то их впихивают между зданиями. Вот их застраивают. В хороших районах города довольно сложно. А мы в хорошем? Мы в хорошем районе города, это уже ближе к зоне Альта. И здесь найти какую-то недвижимость, которая бы была в качестве не просто квартиры, а дома, довольно сложно. И поэтому находят вот такие лазейки. И что сейчас мы делаем? Мы сейчас там укрепляем несущие конструкции и роем шахту для лифта. Милости просим. Давайте закроем только дверь. Можно прикрыть? Вот здесь появится лифт, которого никогда здесь не было. И мы сейчас роем шахту лифта. Вот, В соответствии кстати, да, этот говорю. потолок называется каталана. Каталана? Да, здесь он называется в стиле Это каталана. вот швеллер какой-то, да? Это швеллер, это новые мы тянем уже. Видишь, вот они появились новые, вот оно пошло укрепление. А Всё в между соответствии ними, с получается, проектами. 5 кирпичей стоит. Называется курва. Вот такой швеллер. Курва? Да. И это будет жилье для одного человека. Ой, реально дом будет Да, прикольно. для одного человека это будет, вначале у нас будет Да, зона да, кухни, пойдем. вот здесь появится бассейн. Ну вот по плану архитектора он у нас прям вот в То центре есть стоит вот там, бассейн. значит, у нас панелька. Люди Там у нас панелька. сушат свои трусы. Совершенно верно, но этих трусов не будет видно, потому что у нас будет такая выездная специальная конструкция, которая в нужный момент, она может открывать и закрывать. И Деревьями, кроме- может, какие-нибудь? Мы деревья будем пересаживать. Нет, навесная конструкция будет в любом случае. И еще мы за счет того, что мы настраиваем этажи и делаем большие изменения, мы должны будем покрасить все дома сбоку. Как ты думаешь, сколько стоит такое здание? Такое здание, но видишь, я, честно говоря, даже прям не знаю стоимость, за которую купили. Я думаю, что ближе к миллиону. Миллион? Да, ну ближе Всего к так миллиону. дешево? Да. А здесь Аккуратно. какой-то второй этаж же есть? Есть второй и третий. Подняться можем? Ну, да, можно подняться. Сейчас мы спорим с архитектором, потому что вот эта стена под снос, мы уже укрепили, и вот эту часть нужно открыть, чтобы она на уровне всего этажа была открыта. Вот этот этаж будет с 2 гостевыми спальнями. Ой, вот, кстати, Да, толщина стены 4 Видел? сантиметра. 4 сантиметра толщина. Вот стена, 4 сантиметра. То есть, получается, это кирпич, наверное, 3 сантиметра, и тут штукатурочки, ну, 3,5, плюс штукатурочка, и все. Есть другая еще проблема. Кирпич внутри современный полый, А еще и полый. они все пустые внутри. А как стена стоит Вот вообще? так и стоит. На всех несущих конструкциях. Они подтянутся А здесь вверх. вообще безопасно ходить? Да, безопасно. Вот там у нас будет идти лифт, вот здесь будут 2 спальни. То есть А это еще весь сверху этаж. будет еще какой-то этаж. А сверху этаж это будет спальня хозяина дома, спальня, гардероб и ванная. И наверху будет подъем еще на верхнюю террасу. Гостиная внизу. Гостиная и кухня внизу.
Здесь 2 гостевые А картинки спальни. мы можем показывать какие-то? Ну, есть 3D-шки здесь? Нет, 3D-шек еще нет, они сейчас в работе. Мы сейчас ими Ну работаем. мы покажем Да, все но равно. есть, будут. есть чертежи, Они есть будут. планы. Тут человек состоятельный, он заказал с 3D-шками. Здесь будут. Не все. Серьезно, Но есть. мужчина какой-то, да. Серьезно. А наверху еще что-то есть? Да, здесь посмотреть? будет ванная комната. А там сейчас ходить можно? Да, ходить можно. Можно. У меня же здесь обязательно... Единственное, что когда идет стройка, мы ходим только в касках. Да, просто открывай. Опа. Собственно, поэтому мы в касках. Не, ну это прикольно. То есть здесь снесется вот эта часть, увеличится на ту высоту, как мы смотрели спальню ниже этажом. Вот эта вся площадь будет до самого края дома. Одним большим этажом, на котором, конечно, уберется вот этот вот уклон. Мы его- Он вообще жесткий. Здесь уклон, это прям крыша. Да. И здесь будет спальня хозяина дома. Вот здесь у нас появится еще одна, вот видишь, выступ, где появится Ой, мы выход на достаточно- террасу. Мы достаточно высоко так Да. даже. Появится выход на террасу, бассейн, зона барбекю отдыха. А сколько ты взяла за этот проект? Не расскажу. Секрет, военная тайна. Ну что, погнали Но дальше? здесь, я скажу тебе, меня очень сильно продавливали по цене. Прям жестко. Типа дешево? Но нет, ну не скажу, что дешево, но очень сильно давили. То есть мы уже согласились, уже договорились, уже все. Они говорят, а мы вот пошли, походили по рынку. Еще украинцы приехали. Да, я говорю, нет, ребят, тогда мы просто не работаем. Ага. Они сказали, ну ладно. 12 за квадрат? 15? Да что я не могу, опять началось торг на цену. Спускаемся аккуратненько. Было скользко, поэтому давайте, чтобы я потом не отвечала за то, что кто-то у меня на проекте сломал ногу. Ага, это мы умеем. Как определить, что дизайнер не пиздец? Дизайнер должен быть грязный. Если дизайнер грязный, он ходит на стройки. Если Вот это дизайнер взяла чистый, очки. то он никуда не ходит. Я порадовалась в этот момент, что я выпачкалась. Видишь, теперь будешь радоваться. Большой ли спрос на ремонт, если, например, все сдают с ремонтом? Чаще всего люди хотят, русскоязычные, хотят иметь интерьер внутри, соответствующий своему положению. Потому что те, кто живут здесь в Европе, испанцы в частности, да, они по-другому делают ремонты. А вот если приезжает русскоязычный, для нас очень важны бренды. Даже испанец с более высоким доходом не всегда будет этим заморачиваться. А для русских это важно. Конечно, да. Нам важно, чтобы лого Не, ну и было. в целом в Европе, там, и везде, ну, не знаю, в Дубае даже, в том же, никто не делает хороший ремонт. И я уже понял по миру в целом, что только русскоязычные люди хотят себе реально такой вот прям дорогой, хороший, качественный ремонт. Если будет заплыв краски кто-то, это только русские заметят. Всем остальным абсолютно пофиг на Да-да-да. заплыв краски. Чаще всего ты проектируешь новостройки или старое жилье? До недавнего времени чаще всего был старый фонд. Но в последнее время все больше стало появляться новостроек. Сдают эти квартиры, они уже с ремонтом или без ремонта? Если речь идет о новостройках, Ага. как правило, они, конечно же, с ремонтом, который идет от застройщика. Это что у нас включено там? Там покрашены стены, там Покрашены поставлена стены. сантехника, там установлена кухня. То там, есть да. это уже Мы есть можем отделка? сегодня посмотреть такую квартиру. У меня есть один проект от застройщика. Ага. Давай посмотрим, да. Ну вот мы в Зюзино приехали. Да, если вам вдруг взгрустнулось и вы сидите у себя на Уралмаше и думаете, давно-ка я не был в Европе, просто выходите на улицу в Европе вот точно так же, как у тебя на Уралмаше. Gracias. Vamos. Вамос. А что такое вамос? Давайте, пойдемте. Так, это Это новостройка. новостройка. Это типичная новостройка. Так, А ну-ка, дайте- ну-ка. Слушай, ну такое ощущение, как будто бы и ремонт-то и не надо делать. В целом-то В неплохо принципе, да. Если выглядит. ты заезжаешь сюда с семьей, и у тебя нет особого желания заниматься ремонтом, то ты можешь просто заехать, поставить себе мебель и жить, потому что есть кухня, есть мебель в ванных комнатах, Всё, есть там вода, стенки все коммуникации, беленькие, все подготовлено. ламинатик Совершенно более-менее такой. Здесь вопрос, наверное, в том, нравится ли тебе это.
И есть люди, нескольких же категорий. Есть люди, которые считают, что данная кухня для них не подходит. Что розетки, которые здесь установлены, Ну вот кухня, могут быть симпатичнее. кухня вообще очень странная. Ну, Что это за дырка такая? Но я так думаю, что здесь предполагалось, Что это что за будет обеденный отверстие? стол стоять. И что можно будет вот отсюда здесь- общаться, понимаешь? А здесь будет обеденный стол, я так думаю. Сколько эта квартира квадратных метров? Порядка 80 квадратных метров. И стоит примерно такая... Ну, вот я точно не знаю стоимость этой квартиры, потому что я никогда у клиентов не спрашиваю. 600-800. А что за район-то, как называется? И он называется Сан-Марти, сюда уже ближе к району Бессоси. Окей, вы здесь все будете сносить. Все будем сносить. Все, Ага. мы будем снимать пол, мы будем снимать потолок, мы сколько будем ты- сносить кухню, А сколько ты стены. планируешь? Сколько вы планируете на ремонт потратить денег? Ну, не знаю, 50-90. 50-90? А зачем тут сносить стены? Эти Очень просто, здесь очень маленькие комнаты. Смотри, во-первых, пойдемте покажу. Нет, маленькие комнаты, да, но... Блин, тут так мало денег на ремонт, что лучше бы эти 50-90 потратить на прикольную мебель и поставить ее, чем... Нет, подожди, так будет здесь прикольная мебель? Вот просто За та квартира, 50? которая... Нет, я думала, что ты имеешь в виду только ремонтные работы. Общий бюджет. Нет, общий бюджет никто не называет. А мебель, которая сюда станет, мы обсудили бренды, которые здесь будут. Ну, какой бюджет у клиента? Клиент же понимает, сколько денег хочет потратить. Да, но он его никогда не называет практически. То есть мы смотрим сначала подборку мебели, которую мы делаем, утверждаем бренды, смотрим подборку, а потом начинаем... А что значит бренды как правильно. утверждаем? А вы там наставите, ну, там, полиформов своих, а клиент что такое, типа, все купил? То есть нету никакого бюджета какого-то заранее Есть обговоренного? предварительный бюджет. Мы всегда оговариваем рамки бюджета. Например, там, нам нужно вылезти в мебель, не вылезти за 200 евро. Да? Но я не могу тебе называть конкретные, потому что у меня не согласовано это с клиентами. Ну, понимаешь? примерно. Ну, как ты Ну, думаешь? 200 точно есть. Здесь 200 Больше. потратят, да? 200 тысяч долларов. А вот эта речная такая перегородка, которая Да, она двигается. двигается совершенно верно. Офигенно. Это очень удобно, потому что зону посадку мягкую мы будем делать именно вот в этой зоне. Здесь же солнце очень Да. яркое. И вот эти вот Ну, перегородки. а вот на А этой стороне это получается- поможет еще от соседей А огородиться. это от застройщика, да? Да, это от застройщика. А, ну там сосед прямо в окна. Да. Ой, нифига, тут такие прям террасы большие. И террасы большие, бассейн есть. И там вон Мы бассейн. находимся с вами на атику, самый высокий этаж А в этом доме. И, ты здесь будешь объединять комнаты или нет? Или как? здесь будут объединяться вот эти три комнаты. Ой, какие-то комнатки прям Да. очень маленькие. Нет, комнаты здесь просто крошечные. А И это очень часто происходит. Тут вообще с ничего новостройками. нет. Это типа детские, да, какие-то? Здесь и будет две детские. И вот эта стена будет разрушена. Вот эти стены, конечно же, снесем. Из 3 комнат сформируем 2. Это будет 2 детские комнаты. Вот эту стену тоже мы А здесь снесем. тоже Это основная, основная спальня. тоже крошечная. Тоже крошечная, маленькая. Тоже крошечная. Вот, И встань туда. здесь вопрос стоит в том, какую ставить Вот, кровать, Вова, потому что... Вова, встань туда, и мы поймем, что тут 2 человека встали, и все, и закончилось. Да, да. По планировке, конечно, здесь помещается кровать там спокойно на 160 шириной матрас. По планировке, двухметровый, которую застройщик который нарисовал. застройщик делал, который Да. делал застройщик. У него по планировке застройщика в каждой комнате по 2 кровати стоит. Слушай, ну в целом выглядит-то неплохо. Ну так вот, типа заезжай, живи. Да. Так вот, чтобы, если ты берешь квартиру в ипотеку, и тебе не хочется много денег тратить. Ну, Планировка бездарная, это да, согласен. Но Странная. здесь абсолютно все есть. Есть Да. смесители. Плиточка вон есть, нормальная плиточка, мебель, ванная, все тут. Смотрите, окошко есть в туалете. А практически во всех санузлах есть окна. Ну так не Это открывается? одно из обязательных условий, потому что вытяжки Смотри. здесь есть не Опа. везде, а окна есть везде, почти везде. То есть Окошко. это естественная вытяжка. Здесь, кстати, тепло. Здесь нормальные окна, которые закрываются, и сразу тепло. У меня просто в Валенсии вот палец просунуть можно. Ну, ты, наверное, в каком-нибудь жилье Старом, живешь старом. старом, Да, для да. того, чтобы было атмосферно. Ну, типа того. А вот Конечно, закон- тут все в один слой, да, гипсокартончик? Мало того, что оно в один слой, оно еще внутри без какой-либо изоляции. То есть даже когда мы начинаем делать ремонты, мы там и направляющие все прокладываем, и между стенами, кстати. а здесь все пусто. А пойдем послушаем, как у соседей. У нас к звучит соседям. все. О, она поглуше к соседям. Единственная стена, которая у нас с соседями. Блин, контактирует. получается 8 квадратов здесь, да? Она стоит 600 тысяч евро. Блин, в Дубае, в Дубай Хиллз можно купить квартирку. Что-то примерно такое, но Дубай Хиллз поприкольнее. Я не была в Интересно. Дубае Хиллз, не знаю. Я там не Интересно. работаю.
Ну это просто типа район прям совсем Зюзино. Если ты посмотришь Да на вот отели, он. посмотри, напротив Мариот, там Хилтон. То есть мы сейчас с тобой перейдем за вот эти два дома, и мы очутимся в очень хорошем районе. Да? Дай посмотрим. И буквально за этими домами уже море. Короче, это Зюзино, которое на море. Или Уралмаш у моря. Красный район. Давай зафиналим. Нравится ли тебе здесь жить? И что ты посоветуешь для тех, кто хочет сюда переехать? Да, жить мне здесь однозначно нравится. Я рассказывала, наверное, весь день сегодня о том, что я фанат Барселоны, и мне реально здесь нравится жить. То есть это не просто какие-то там слова на камеру. Мне здесь комфортно, мне здесь удобно, это мой город. Что посоветовать тем, кто переезжает? Ну, наверное, какие-то реальные планы, во-первых, перед собой поставить, да, потому что не разочароваться, потому что не всегда все получается, как мы задумали. Всегда есть какие-то сложности, с которыми ты сталкиваешься, и нужно быть к этим сложностям готовым. Поэтому, наверное, позитивный настрой – это самое главное, что нужно с собой. Мне понравилась твоя вот эта фраза, что это не Это они... мы к ним приезжаем, мы к ним приезжаем, поэтому мы Это готовы. не они к нам приехали, это мы к ним в гости приехали, Конечно. поэтому да, тут Да, надо с совершенно этим... верно. с Есть этим определенные надо всем- правила игры, и ты можешь либо приспособиться к этим правилам игры, в них встроиться и вносить свои изменения, либо сказать, что все плохо, и вернуться к себе. Или поехать штудировать другую страну. Можете либо кайфовать, либо сказать, что все плохо. Все, всем пока-пока. Спасибо, что смотрели. Для тех, кто хочет стать подобным героем выпусков про дизайнеров в разных городах и разных странах, я внизу оставлю ссылочку в описании. Там будет форма, ее нужно будет заполнить и отправить заявочку. А там мы уже отберем лучших претендентов на новые выпуски. Поэтому, если вы находитесь где-то не в России, вы дизайнер интерьеров или архитектор, оставляйте заявочку, мы посмотрим. Может быть, именно вы станете следующим гостем нашей вот этой вот рубрики.